После смены министра энергетики и постепенного формирования новой команды на руководящих постах в этом ведомстве, мы стали регулярно слышать слова о славном плане ГЛРО и о том, что мы обязаны оставить потомкам не менее надежную базу электроэнергетики. Правда, слова эти не расшифровываются нашим главным по энергетике никак. То ли стесняются, то ли сами не знают, то ли поставлена задача нивелировать значение плана ГЛРО до уровня «ветер шумит». На словах призывая хранить традиции, принципы плана ГЛРО, Минэнерго в частности и правительство вообще в течение только последнего года успели разработать и утвердить целую пачку своих собственных планов. Схему и программу развития энергосистемы России на период до 2030 года, генеральную схему размещения новых объектов электрогенерации на период до 2042 года, энергетическую стратегию на период до 2050 года, а теперь вот еще и комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года. Вот только если внимательно изучить эти удивительно важные документы о том, как мы комплексно, стратегически, генерально будем схематично развиваться, оторопь берет. Документы не стыкуются друг с другом от слова совсем. Не определены финансовые источники на всю эту красоту. И, на мой взгляд, нет в них самого важного – анализа того, какое влияние этих планов громадье окажет на производство и передачу электроэнергии на их тарифы для конечных потребителей, то есть для нас с вами и для реальных секторов экономики. Господа министры могут сколько угодно кивать друг на друга и через слово упоминать ГЛРО. Вот только факты упрямо. За последние 1,5 года мы видели и веерные отключения на юге России, и блэкауты на Дальнем Востоке, и раз за разом срывающиеся конкурсы на строительство новых электростанций, условия которых разрабатывает Минэнерго. На минувшем Восточном экономическом форуме руководители дальневосточных субъектов, а вслед за ними и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, вслух заговорили о том, что Минэнерго забыла о прямом поручении президента. Не разработана отдельная программа развития электроэнергетики Дальнего Востока, хотя утвержденный президентом срок был 1 января 2025 года. Удивляться этому особо не приходится. Все свои выдающиеся по стратегичности планы Минэнерго разрабатывает кулуарно, отказываясь от сотрудничества не только с независимыми экспертами, но и с научно-техническим советом Единой энергосистемы России. Такого отношения к профессионалам, к ученым не было даже в царской России. До Великой Октябрьской социалистической революции в империи состоялись 7 всероссийских электротехнических съездов, решения которых хоть и не воплощались в жизнь на все 100%, но по меньшей мере учитывались и оказывали влияние на развитие этой отрасли в нашей стране. Печально, но изменить вот такой подход к тому, что Минэнерго безо всяких на то оснований величает продолжением традиций плана ГЛРО, практически невозможно, остается только наблюдать. Судя по всему, единственное, что может заставить обратить внимание на происходящее широкой общественности, это дальнейшая деградация единой энергосистемы России и объединенной энергосистемы Востока с ростом количества аварий различного уровня тяжести и стремительный рост тарифов. Нет жареного петуха в непосредственной близости от чресел, нет и понимания того, что чиновничье творчество весьма и весьма способно завести страну в глухой тупик. Но, с другой стороны, раз никто по этому поводу не волнуется, есть время вспомнить, что же такое этот самый план ГЛРО, когда и кем он был разработан, были ли у него предпосылки, если да, то какие именно. Больше того, не менее важно понимать, как развивалась электроэнергетика в СССР уже после реализации плана ГЛРО, на каких основаниях, на какой платформе, на чьих разработках. В тяжелейшие годы Великой Отечественной войны из европейской части страны на Урал и за Урал были эвакуированы тысячи промышленных предприятий, и каким-то удивительным образом они тут же начали работать. Сухим языком профессиональных энергетиков. На Урале спрос на электроэнергию в считанные месяцы увеличивался кратно. Но миллионы станков работали, обеспечивая огромный фронт сражений с европейскими захватчиками всем необходимым без перерыва. Да, самым важным словом в те годы было слово «надо», но ведь чудес в этом лучшем из миров не бывает. В суровой реальности выяснилось, что созданная, разработанная, построенная база электроэнергетики готова была и к вот такому экстренному режиму работы. Но и в мирное время единая энергетическая система СССР выдала на гора феноменальный результат, который приводил в оторопь капиталистический Запад. В самой холодной стране планеты тарифы на электрическую и тепловую энергию не только десятилетиями не менялись, но еще были самыми низкими в мире. Вот те, кто сумел добиться такого положения дел, действительно не только сохраняли, но и развивали принципы, на которых базировался план ГЛРО, на деле, а не на словах. Вершиной научного подхода к развитию единой энергосистемы СССР стало формирование крупнейшего инженерного сооружения планеты – Объединенной энергосистемы «Мир»,
в состав которой вошли энергосистемы стран-членов СЭФ. СЭФ – это Совет экономической взаимопомощи, своеобразный вариант социалистического Евросоюза, состоявший из тех самых стран Восточной Европы, которые сейчас захлебываются в ненависти к России. А полвека тому назад они стремились войти в мир не из-за каких-то политических или идеологических установок, а из-за сугубо прагматических соображений. Это было чрезвычайно выгодно. Настоящей жемчужиной для единой энергосистемы СССР и для мира должно было стать включение в их состав единой водной энергетической системы Средней Азии. Со строительством крупных ГЭС в горах Киргизии и Таджикистана работу удалось завершить только в 1990 году. В разработке были еще и планы синхронизации единой энергосистемы СССР и объединенной энергосистемы Востока. Так называлась и называется объединенная энергосистема Преамурья, Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. Если в наши дни развитие энергетики Дальнего Востока тяжелейшая в организационном и финансовом плане проблема, то до 1991 года такое расширение единой энергосистемы СССР должно было привести к снижению тарифов для всей нашей огромной страны. И в таком развитии событий в электроэнергетике послевоенного Советского Союза нет ничего революционного. За все научные разработки отвечал созданный в 1931 году ЭНИН – Энергетический институт Академии наук СССР, после 1954 года носящий имя своего создателя Глеба Максимилиановича Крыжановского. Имелся и второй научный центр – Научно-технический совет Министерства энергетики и электрификации СССР, который действует и поныне, но уже не как структурная единица Минэнерго, а в виде независимого некоммерческого предприятия. ЭНИН третий десяток лет не столько работает, сколько сражается за свое существование в условиях тотального отсутствия финансирования, со всеми вытекающими из этого грустными кадровыми последствиями. У всех реформ единой энергосистемы, как и у всех бесконечных потоком льющихся стратегических комплексных схем, непонятно чего именно, научного обоснования просто нет. Как повторюсь, и нет широкого общественного внимания к важнейшей из отраслей российской экономики и основы роста уровня жизни в нашей стране. Для того, чтобы понимать, что же идет не так в нашей с вами электроэнергетической системе, для того, чтобы разобраться в истоках плана ГЛРО, действительно необходимо. Это важнейший этап всей истории развития электроэнергетики, причем не только РСФСР, но и всех прочих царств и государств. Затем, как шло развитие у нас, внимательнейшим образом наблюдали со всех сторон наших границ. Кто-то завидовал, кто-то пытался мешать, но были еще и те, кто соучаствовал и помогал. В истории российской электроэнергетики множество удивительных поворотов, влияние отдельных личностей, целая россыпь удивительных исторических совпадений, происходивших еще в позапрошлом веке, но влияние которых мы воочию наблюдаем и сейчас. Есть такое расхожее выражение «порядок бьет мастерство», что в приложении к электроэнергетике мы наблюдаем вторую сотню лет. Первый в мире электрический трамвай провез своих первых пассажиров в сентябре 1880 года от Большой Десятинной до Болотной улицы в Санкт-Петербурге. Но изобретение Федора Перовского на родине никого не заинтересовало. Объединения компаний, владевших конками, были резко против. А вот у Вернера фон Сименса нашлось несколько свободных вечеров на задушевные разговоры с талантливым изобретателем-самоучкой, чтобы уже на следующий год, в 1881 компания Siemens & Halske построила в Берлине первую постоянную коммерческую трамвайную линию, что мгновенно вызвало трамвайный бум во всей Европе и в США. Украсть изобретение вместе с рабочей документацией, немного модернизировать его и, поставив на коммерческие рельсы, заработать на этом солидный капитал – этот стиль отношения европейских дельцов к российским инженерам сложился отнюдь не после 1991 года. Но та же компания братьев Сименсов, в России именовавшаяся Обществом электрического освещения 1886 года, приложила немало сил, чтобы электрифицировать обе наши столицы и бакинские нефтяные прииски, финансировав строительство первой объединенной энергосистемы Москвы и Московской губернии. Не бескорыстно, конечно, общество электрического освещения высогнало у царского правительства монопольные права на освещение Москвы и Санкт-Петербурга аж до 1946 года. Но при этом Siemens, чьи заводы, фабрики и электростанции были целиком и полностью национализированы в 1918 году, стала первой зарубежной компанией, установившей сотрудничество с РСФСР, и поставила нам немалое количество оборудования для реализации плана ГЛРО. Томас Эдисон умудрился провернуть финансовую комбинацию, в результате которой стал владельцем патента на лампу накаливания, разработанные и производимые компанией изобретателя Александра Ладыгина.
Но американские инженеры из компании General Electric, наследницы Эдисона, проектировали и принимали активное участие в строительстве электростанций по плану ГРЛО и по плану первой пятилетки, совершенно не обращая внимания на какие-то там политические и идеологические разногласия капитализма и социализма. В 1881 году жандармерия за участие в антиправительственных волнениях добилась исключения студента Михаила Долево-Добровольского из Рижского политехнического института без права обучения в других вузах России, и Михаил Осипович вынужден был получать образование в германском Дармштадте. Классическая утечка мозгов, но не будь ее, триумфальное шествие по планете трехфазного электрического тока могло бы начаться на десятилетия позже. Изучив опыт, полученный при работе с Долево-Добровольским, в компании АЭГ преподаватели Высшей технической школы Дармштадта настолько основательно изменили систему преподавания, что именно в этом вузе состоялось профессиональное и научное становление Карла Круга, основателя Московской школы электроэнергетики и активнейшего участника Государственной комиссии плана ГРО. Открытие электричества как явления состоялось в начале второй половины XIX века. Итоги бурного развития этого направления наиболее полно обобщил Джеймс Максвелл в своем знаменитом двухтомном трактате об электричестве и магнетизме, впервые опубликованном в 1873 году. В нем были выведены теоретические закономерности огромной серии экспериментов, подавляющее большинство которых касалось постоянного тока. С одной стороны, научная прерогатива Максвелла неоспорима. С другой, к изучению нового для науки явления, к поиску способов его использования приступили и ученые, и самоучки в добром десятке европейских стран, в Штатах и, само собой, в России. Никакой отсталости от процесса освоения, покорения электричества, от поиска новых и новых способов его использования в нашей стране не было и в помине. Патент на изобретение лампы накаливания Александр Николаевич Ладыгин получил 23 июля 1874 года. Но заявка на этот патент была подана еще в 1872 году. Первая документально засвидетельствованная публичная демонстрация состоялась в стенах Петербургского технологического института 7-19 по старому стилю августа 1873 года. Через несколько недель Николай Ладыгин организовал и уличную демонстрацию для широкой публики на Одесской улице в Питере. Да, та самая будущая лампочка Ильича, пусть еще и технологически несовершенная, появилась почти за полвека до начала массовой плановой электрификации России. И то, что изобретение Ладыгина было действительно первым в мире, никто не оспаривает. Как не оспаривает и последовавшее уже в 1876 году еще одно изобретение – знаменитый свечи Яблочкова. Первая публичная демонстрация, которая состоялась 15 апреля в Лондоне. Да, именно в Лондоне, поскольку Луи Бреги, владелец французской компании своего имени, решил отправить на проходившую в столице Англии выставку физических приборов своего сотрудника, Павла Николаевича Яблочкова. И это был первый серьезный звонок о том, что далеко не все было в порядке в Российской империи и с поддержкой изобретателей со стороны государства, и с наличием энергичных предпринимателей, способных коммерциализировать даже вот такое фантастическое по тем временам изобретение. Его называли «Северный свет», «Русский свет». Именно так отзывались о свечах Яблочкова газеты «Старого и Нового света». Демонстрация изобретения русского инженера стала настоящей сенсацией. Русский свет, но патент на изобретение был выдан во Франции, куда Яблочков перебрался отнюдь не из-за хорошей жизни. Основанная им в Москве мастерская физических приборов к 1875 году фактически была на грани полного банкротства. Изрядно подправив финансовые дела во Франции, в 1878 году Павел Николаевич вернулся на родину. Всего за пару лет свечи его имени стали применяться в Англии, Франции, Бельгии, Испании, Португалии, Швеции, США, Бразилии, Мексике, в индийских колониях Британии, в Персии и даже в Камбодже. Русский свет, триумфально пробежав по планете, 4 декабря 1878 года заставил сиять Большой театр в Петербурге. Этим эффектным представлением восхищался высший свет. О нем наперебой писали петербургские и московские газеты. И куда как менее замеченным оказался тот факт, что первая проба электрического освещения по системе Яблочкова в России была проведена на 2 недели раньше, и не в Санкт-Петербурге, а на площади у дома коменданта Кронштадтского военно-морского порта. Публичный триумф – это, конечно, важное дело для популяризации изобретения, но сотрудничество с военным ведомством было куда как важнее с практической точки зрения. Давайте еще разок перечислим факты. Осенью 1878 года Павел Яблочков возвращается в Россию, и уже через пару месяцев руководство военно-морского флота позволяет ему продемонстрировать его изобретение не где-нибудь, а на территории главной базы военно-морского флота. Согласитесь, несколько неожиданно.
Мастерская физических приборов работала в Москве. Дальше работа во французской компании. И вдруг, безо всякой паузы, военное ведомство. А ларчик открывается просто, если вспомнить об еще одном выдающемся инженере, изобретателе, организаторе и просветителе, имя которого совершенно незаслуженно забыто или, в лучшем случае, находится в тени. Владимир Николаевич Чекалев с середины 70-х годов служил в артиллерийском комитете, в котором по его инициативе и по его настоянию был создан электротехнический отдел. Чекалев оценил изобретение Яблочкова, как только оно было продемонстрировано в Европе. Яркость освещения, полуторачасовая работа свечи явно были способны обеспечить военному флоту существенное преимущество, если свечи Яблочкова использовать для работы прожекторов. Владимир Чекалев не только добился появления Яблочкова в Кронштадте, но еще и мгновенно подключился к проекту, значительно усовершенствовав его за счет уже собственного изобретения – дифференциального регулятора дуговой лампы. Если в двух словах, электрическая дуга между двумя угольными электродами может быть мощным источником света, но явление дуги быстро прекращается, электроды просто сгорают, постепенно отдаляясь друг от друга. Изобретение Чекалева позволяет регулировать расстояние между электродами автоматически, без участия человека, что для XIX века, мягко будет сказано, было то еще новинкой. Именно очевидные успехи с новой системой прожекторов увеличили авторитет Владимира Чекалева, которому на тот момент было всего чуть-чуть за 30, в глазах руководства, что позволило ему организовать, пожалуй, лучшую в России электротехническую лабораторию, где он со своим близким другом, товарищем Дмитрием Александровичем Лачиновым тестировал не только их изобретения, но и те, которые поступали на проверку от электротехников с военным ведомством никак не связанными. Сильно подозреваю, что и с именем Дмитрия Лачинова, к огромному сожалению, мало кто знаком. А ведь его научная прерогатива установления электроэнергетики постоянного и переменного тока после долгих и ожесточенных споров не оспаривается уже нигде. Но об этом чуть позже, а пока о том, как Владимир Чекалев, Павел Яблочков, Дмитрий Лачинов и поддержавшие их Александр Ладыгин пришли к сотрудничеству с ИРТО, Императорским русским техническим обществом, и о том, какие далеко идущие результаты этого сотрудничества были получены. Русское техническое общество было основано указом Александра II в 1866 году. В 1874 оно получило статус императорского. По моему скромному мнению, это было еще одно и чрезвычайно важное русское изобретение – организационное. Уже названия 5 первоначальных отделов РТО говорят сами за себя. Химических производств и металлургии, механическая технология, механики и машиностроения, строительного и горного искусства и архитектуры, судостроения, морской техники, артиллерии и оружейного производства, светописи, фотографии и ее применения. Правление размещалось в столице, в соляном городке, что только способствовало достижению заявленных целей – соединение науки с практикой, содействие развитию русской промышленности и техники, создание отечественных технических кадров. Вот тогда впервые стали появляться методы, которые этому способствовали. Публичные лекции, периодические издания, библиотеки, устройство выставок и, обратите внимание, ходатайство перед правительством о принятых мерах, могущих иметь полезное влияние на развитие технической промышленности империи. На заседаниях РТО с докладами о своих открытиях и изобретениях выступали Дмитрий Менделеев и Андрей Бутлеров, Константин Циолковский и Николай Жуковский, Павел Яблочков, Александр Попов, математик Иван Вышнеградский, кораблестроитель Алексей Крылов, и еще десятки тех, чьи заслуги перед наукой нашей страны огромны. С Русским техническим обществом сотрудничали крупнейшие заводчики-промышленники. Из числа самых известных Людвиг Нобель и Николай Путилов. После смерти Людвига Нобеля, старшего брата Альфреда, общим собранием пайщиков Товарищества нефтяного производства братьев Нобель была учреждена премия имени Людвига Нобеля. Формулировка для ежегодного награждения лучших российских инженеров и исследователей. Права на управление премией, формирование жюри и организацию конкурса было передано РТО для придания высочайшего общественного и научного статуса. Досадно, что куда более известная премия имени Альфреда, младшего брата Людвига, но такова гримаса истории. Русскую Нобелевскую премию после 1917 года выдавать прекратили. В этом отношении премия Альфреда Нобеля повезло куда как больше. В январе 1880 года состав ИРТО был расширен за счет создания еще 3 отделов – электротехнического, воздухоплавания и железнодорожного, номера 6, 7 и 8 соответственно.
возглавил отдел номер 6 Филадельф Кириллович Величко, генерал инфантерии, член генерального штаба. Но при этом он по роду деятельности занимался метрологией и электротехникой. Приличия, связанные со статусом императорского русского технического общества, были соблюдены. А главной пружиной отдела номер 6 стал Владимир Чекалев сотоварищем. Работа электротехнического отдела изначально была тщательно распланирована. Инициаторы его создания были намерены приложить максимум усилий для популяризации электроэнергетики. Споры о том, где именно была проведена первая в мировой истории электротехническая выставка, до сих пор так и не закончена. Но то, что одной из них была первой в России, начавшейся 27 марта 1880 года, всего через пару месяцев после создания отдела номер 6, общепризнанный факт. К ее организации подошли самым тщательным образом. Паровой локомобиль, в дальнейшем эволюционировавший в привычные нам передвижные дизельные электростанции, крутил сразу 4 генератора, из которых 2 переменного тока, 2 постоянного. Свечи Яблочкова с дуговыми регуляторами Чекалева, осветившие пространство перед Адмиралтейством, лампочки Ладыгина в отдельных помещениях, телеграфы и телефоны. При этом все экспонаты выставки можно было трогать, вертеть в руках, что вызывало дополнительный интерес. Успех по тем временам был грандиозный. За 2 месяца работы выставку посетило более 60 тысяч человек, что дало и приличный коммерческий успех, который обеспечил основную лепту в создание и начало выпуска широко известного в узких кругах журнала «Электричество». «Электричество на сегодня» – старейший научно-технический журнал России, издающийся в наши дни Московским энергетическим институтом. В истории его выпусков было только 2 перерыва – с 1918 по 1921 годы из-за гражданской войны и с 1941 по 1943 из-за войны Великой Отечественной. Первый номер «Электричества» был опубликован в июле 1880-го, и вот тогда наступил, как принято выражаться, звездный час Дмитрия Лачинова. В 5 номерах журнала подряд был опубликован цикл его статей «Электромеханическая работа», «Элементарная теория электродвигателей и динамоэлектрических машин». Именно внутри этой серии Дмитрий Александрович Лачинов теоретически вывел ключевое условие передачи электроэнергии на дальние расстояния. При росте общего электрического сопротивления линии передач из-за ее протяженности экономичность сохраняется при повышении напряжения. Чем больше расстояние, на которое необходимо передать электроэнергию, тем выше должно быть напряжение и меньше сила тока. Да, работа Лачинова была теоретической, но выведенная Дмитрием Николаевичем формула, связывающая возможные потери в линии электропередач в зависимости от протяженности этой линии, используемых металлических проводников и значения напряжения для компенсации таких потерь используются и поныне. На теоретических выкладках Дмитрия Александровича Лачинова базируются все линии электропередач, существующие на нашей планете, все объединенные энергосистемы всех стран и регионов. Именно в царской России, в Российской империи начался путь не только к электрификации нашей страны и к созданию плана ГЛРО, но и к электрификации всей планеты. Такой вот факт, надежно задокументированный благодаря тому, что в архивах журнала «Электричество» аккуратнейшим образом сохранены все его номера с циклом статей Дмитрия Лачинова. Что интересно, работы Лачинова как ученого не ограничивались только электротехникой. Он был одним из инициаторов создания Русского физического общества, основателем Отечественной школы метеорологии как отдельной науки. В его активе пионерские работы по теории и практике аккумуляторов и многое-многое другое. Ну, а его электромеханическая работа легла на подготовленную почву. К разработкам в области высоковольтной электротехники в считанные годы подключились Голлар и Гибс в Англии и во Франции, Зиперновский, Зери и Блати в Венгрии, Тесла в Сербии, работавший затем во Франции, в Германии и в США, Феррарис в Италии, Хазельвандер в Германии, Брэдли в США, Ферранти в Англии, Вестингаус в Штатах. Каждый из них сделал свой вклад в развитие электротехники. Никола Тесла первым решил проблему создания переменного электромагнитного поля в генераторах, начав ставшую знаменитой войну токов с Томасом Эдисоном, сторонником постоянного тока. Но настоящим победителем в этой войне, человеком, обеспечившим окончательную победу переменного тока, стал русский инженер Михаил Осипович Долево-Добровольский. Но до знаменитой Всемирной электротехнической выставки во Франкфурте на Майне в 1891 году оставалось еще 11 лет, в течение которых произошло еще несколько важных событий, послуживших причинами создания той команды российских электротехников, которые зимой 1918 года в составе Государственной комиссии приступили к разработке плана ГЛРО.
Еще одним событием, связавшим научные работы Дмитрия Лачинова, как неудивительно, стала новость германского книгоиздательства. В 1867 году из печати вышел первый том «Капитала» Карла Маркса «Процесс производства капитала». А в 1885 году Фридрих Энгельс, собрав черновые записи своего уже покойного друга, опубликовал второй том «Процесс обращения капитала». Казалось бы, ничего общего с трактатом об электричестве и магнетизме Джеймса Максвелла. Напомню, впервые опубликован в 1873 году. Но это ведь только на первый взгляд.